Алиев проболтался, причем целых 2 раза. На очередном пропагандистском шабаше в оккупированном Шуши мини-султан выдал следующее. Эпизод 1. Плохая Америка. Мы были хорошим партнером для США. После того, как миссия в Афганистане закончилась, США ввели санкции против нас. Как ни странно, Алиев тут прав. Администрации Буша, Обамы и Трампа нуждались в военном транзите через Баку, ради этого они даже закрыли глаза на причастность неких лиц с Абшерона ко взрывам в посольствах США в Кении и Танзании в августе 1998 года. Все поменялось в августе 2021 года, когда американцы неожиданно для всех ушли из Афганистана. Уже в октябре 2021 года Госдепартамент США назвал Азербайджан страной транзита наркотиков, где расположены основные маршруты незаконного оборота наркотиков из Афганистана и Ирана в Европу и Россию. Всемирный доклад о наркотиках за 2021 год. Объем наркотиков, изъятых в Азербайджане, почти удвоился в первой половине 2020 года по сравнению с 2019. Эпизод 2. Западники достали. Коллеги на встречах в Великобритании каждый раз спрашивали меня про Армению и про мирный договор, как будто у них в Европе закончились все проблемы, и им очень нужен для счастья мирный договор Армении и Азербайджана. Но это просто песня. Во-первых, тон и лексикон Алиева выдают его неприязнь к теме мирного договора, тут и экспертом быть не надо. Политик, действительно желающий мира, так не говорит о будущем мире. Во-вторых, Алиев дал нам понять и не оставил сомнений, что с вопросом о мире западники подходили именно к нему. А почему именно к нему? Потому что, смотри, во-первых, западники прекрасно знают, кто есть региональный нарушитель спокойствия. По скриптум. Неужели Алиев так уверен в победе Трампа? Даже если так, демократы будут в Белом доме еще ровно полгода, до 20 января 2025 года. Алиева вчера прорвало на откровение. Главным из них стало не озвученное прямо, но ясно обозначенное. Он судорожно придумывает причины, чтобы не подписывать мир с Арменией и дотянуть процесс до президентской каденции Трампа. По расчетам азербайджанцев, Трамп, придя к власти, должен удариться в изоляционизм, начать игнорировать регион, что позволит Алиеву делать здесь все, чего он захочет. Примерно на то же самое рассчитывает и грузинская мечта, стремительно сближающаяся с Россией и Китаем. Однако есть важный аспект, который ни азербайджанцы, ни грузины, ни, тем более, армяне под предводительством Пашиняна почему-то не учитывают. А он прост. Дело в том, что центральным элементом политики Трампа в регионе был, есть и будет Израиль, у которого сейчас в регионе, мягко говоря, проблемы. И если в прошлую трамповскую каденцию Израиль и Азербайджан были по одну сторону антииранских баррикад, то сейчас все изменилось. Алиев сильно сблизился с режимом Аятоллы с Россией, а Израиль, наоборот, еще более поляризовал свои позиции в отношении этого блока. Хуситов в Йемене израильтяне уже бомбят, а вопрос начала войны с Хизбаллой в Ливане выглядит лишь технической процедурой после окончательной победы над террористами Хамас. Нефтяная струйка, которая все еще соединяет Азербайджан и Израиль, в случае обострения конфликта между Израилем и Ираном, обязательно прервется. Метаться азербайджанским властям будет поздно, алиевского предательства не простят ему ни Израиль, ни, тем более, Иран. Грузия тоже постепенно выпадает из экономического расклада, по мере роста российского влияния в Грузии, стабильность транзита через Грузию для Запада под все большим вопросом. Таким образом, вполне возможно, что при Трампе положение Алиева станет куда более уязвимым, нежели ему представляется сейчас. А если учесть, что важные интересы Армении и Турции сейчас не только совпадают, но и противостоят позиции Алиева, я не исключаю, что в дальнейшем даже оружейные поставки в Армению будут осуществляться напрямую из Турции. Таким образом, если не подписать мир при демократах, то сценариев, при которых у Алиева
получится капитализировать на своей агрессии в Арцахе, заняв место моста между блоками и ценного партнера для всех, я не вижу. Сейчас, до конца года, остается последний шанс на достижение мира в регионе, и этот шанс, по словам самого Алиева, согласован на 80–90%. В дополнение ко всему этому, я обозначу один важный пункт. Причем это опорный пункт для анализа и прогнозирования ситуации в Евразии. Трамп ненавидит Китай. А поскольку со времени его прошлого президентства Россия добровольно взяла на себя роль китайского халуя, эта ненависть может перейти на Москву. И если вспомнить, что Россия беспрецедентно сблизилась с Северной Кореей, Путин вряд ли сможет рассчитывать на благосклонность Трампа, как это было в 2017–2021 годах. Дополняет картину тесное военно-техническое сотрудничество России с Ираном. Еще одним любимчиком Трампа. Естественно, Трамп ненавидит иранский режим. Теперь перейдем к Южному Кавказу. Что мы там видим? Алиев подписал договор о стратегическом сотрудничестве с Китаем, чем разозлил даже Эрдогана. Обрадует ли это Трампа? Как мы помним, по 44-дневной войне у Трампа и Эрдогана очень хорошие личные отношения, но если тогда это сыграло ключевую роль для победы Алиева, сейчас это может выйти ему боком. Все это может иметь место, если победит Трамп. Но если победят демократы, Абшерону точно не сдобровать. Ильхам Алиев, как настоящий диктатор, готовит свое население к мысли о том, что мир несправедлив и все против них. Очень знакомая драма. Это еще раз нас убеждает в том, что без войны мирный договор не будет подписан, независимо от исхода. Он не может переступить через себя, да и что скажут пацаны в Москве? Кроме того, если сейчас подписать мирный договор, как он объяснит народу, почему они живут хуже, чем в Армении? Армения и ее союзники принудят его подписать мирный договор, тогда и, возможно, начнется эпоха мира, а делимитация в Тавуше просто оттягивает время войны, мы от этого выигрываем. В целом, ни один диктатор не закончил свою карьеру хорошо, их либо выносили ногами вперед, либо они бежали из страны. Какой путь выберет Алиев, непонятно, но скорее всего второй вариант. Бейдулла Манав говорит, что Пашинян унизил Алиева в Лондоне, показав, что тот на самом деле не победитель. С другой стороны, Баку выдвигает новые требования. Ереван должен согласиться на распуск Минской группы ОБСЕ. Такое требование не только абсурдно, говорит Манав, но и свидетельствует о слабости Алиева. Оппозиционный журналист также говорит, что будущий мирный договор должен быть подкреплен надежными международными гарантами, причем Россия не может выступить в такой роли, поскольку она инициатор армяно-азербайджанского конфликта. Подписывайтесь на наш канал и пишите ваше мнение в комментариях.